Здравствуйте, товарищи! Мы на заводе Adria Mobil знакомимся с новыми моделями 2022 года. Что такое Adria Alpina? Это самый крутой караван. Конечно же, есть еще и Stella, которую мы вам обязательно покажем. Вот справа от меня, вот покажи ее, вот, смотри, вот это вот мы тоже будем обозревать в одном из следующих обзоров, как там они в плейлисте будут располагаться. Вы, главное, подписывайтесь и ничего не пропустите. Значит, Alpina — это крутой зимний прицеп. Он уже много лет является и визитной карточкой завода. Здесь толстые стены, толстый пол, обязательно жидкостное отопление Alde. И вот в этом варианте я даже вижу, что это двухосная платформа, шасси Knot, обычно же Alka, а вот здесь решили поставить Knot. Честно говорю, Knot — это, наверное, один из ведущих производителей всякого рода прицепов, именно вот этих движущих частей техники там, для грузоперевозок. То есть нормальная тема, в общем. Бояться этого не нужно. Мы видим с вами распахнутый передний отсек, но это все ерунда на самом деле. Там будет все стандартно. 2 газовых баллона, ящики для разных принадлежностей, которые в этом году нам будут показывать, кассеты для сбора сточных вод. Все это не важно. Внутри классная планировка, друзья. Хочу вам ее показать. Пойдемте. Всеми любимая гостиная в форме буквы П. И, кстати, название этой модели содержит буквы U и K. То есть U — это вот как раз буква У, а K — это Kinder. Нас ждет детская комната. И вот это главное достоинство этого прицепа. Смотрите, здесь мы видим с вами большой диван. Здесь под ним куча мест для хранения. А там есть еще отдельный такой отсек для хранения лыж, сноубордов с отоплением. Все это будет сохнуть быстро, готово будет на следующий день уже к вашим покатушкам. Значит, кожаная отделка, но это, конечно, по желанию уже покупателей. Все это делается как бы по вашему желанию. Значит, кухонный модуль тоже со столешницей под гранит, посмотрите, выглядит классно все. Здесь духовочка, кстати, очень большой плюс, я считаю. Это никогда не помешает. Рыбку там поймали, допустим, либо курочку запечь. Посмотрите, уже в который раз говорю, что доска появилась настоящая. Раньше, в дешевых прицепах была такая, типа, пластиковая панелька, да, закрыли, типа, а тут прям вообще хорошо выглядит все. 3 газовых горелки, модуль дометик. Здесь большое количество ящиков всяких. Вот тут понятно, что инструменты всякие, ключи, крючочки. Если там нужно будет повесить какое-нибудь полотенце там, либо поварешку, ложку, вот, пожалуйста, достали крючок, сюда повесили, все сложили. Если не нужно, сложили все обратно. Тут тоже ящик, их тут огромное множество какое-то. Покажу еще вот эту штуковину. Сюда ставятся всякие каши, крупы, вот, пакет сахара можно поставить. В общем, по кухне вопросов нет. Есть и вытяжка, и большие подвесные ящики. В общем, все, пожалуйста, кто любит готовить, вот для вас здесь просто кайф. Также, смотрите, интересное решение. В гостиной теперь стоит вот такой вот кронштейн для телевизора. Именно сама ниша вертикальная, то есть вы можете поставить сюда большую панель там, на 32 дюйма, сюда ее убирать, а когда смотрите, разворачиваете и смотрите фильм не в маленький телевизор, а в большой. Все-таки ощущения другие немножко. Здесь ящики для всяких вещей. Кстати, там потом покажем большой такой гардероб на входе. Холодильник на 190 литров с отдельной морозильной камерой. В принципе, все, друзья. То есть, получается, у нас есть гостиная часть с местами для хранения, для отдыха, развлечений, с телевизором и кухня. То есть, готовим здесь, едим, тусуемся и отдыхаем. Пойдемте смотреть зону отдыха. Смотрите, как только мы зашли в прицеп, нам тут же предлагается повесить верхнюю одежду. Мало ли, зима же, прицеп зимний, можно кататься круглый год. Повесили сюда куртки, пуховики. Все, оно здесь сохнет, все отдыхает. Вы сами проходите уже внутрь. И, кстати, наверное, здесь я отмечу, что вот, к сожалению, нет именно на входе какого-то ящика для обуви. Вот обычно же что-то выдвигается вот здесь, да, достал тапочки, а обувь, которую в снегу, поставил на какой-нибудь резиновый коврик. Все сохнет. Вот здесь немножко недоработано, как будто бы. Итак, значит, у нас дальше начинается зона отдыха. Сразу она отделяется на вот такую шторку. Здесь у нас спят, как я полагаю, родители. У них есть
подвесные ящики для личных вещей. Здесь множество кнопок для включения и выключения света, там как-то можно настроить под себя. Тут мы с вами обнаружим вот такое пространство для хранения. Шланг, я вижу, для слива сточных вод. В последнее время начали почему-то укладывать сюда еще одни дополнительные гардеробы. Я не знаю, куда их вешать, но, наверное, знаете для чего? Когда у вас будет на улице стоять какая-нибудь маркиза или палатка, то вы можете повесить их сюда, туда повесить вот эти гардеробы. Помимо того, что здесь у нас место для хранения, здесь еще есть удобные такие подголовники. То есть, если нужно полежать там с газеточкой, под книжечку, пожалуйста, подняли подголовник и настроили его под себя. Они индивидуально настраиваются для каждого из отдыхающих. Значит, все, здесь спальня для родителей. У них помимо вот этих подвесных ящиков есть еще и гардероб. Пожалуйста, сюда можно уже платье повесить, что-то такое, что пореже одеваем. Тут вот интересная такая тумба, так ее назовем. Ну вот много всего. Реально, вот прям жить можно. Вот поставить прицеп в кемпинге и приезжать все как на дачу. Здесь куча одежды всякой, там по сезону, по погоде. Смотрите, что они придумали. Оп. Кстати, это все на магните, друзья. Все, раз можно магнитить туда-сюда. У Бюрснера были съемные магнитики. У Бюрснера были съемные фонари. Вот они были подвесные такие. Можно было их вытаскивать и ставить где-то на улице. Вот. Ада тоже придумала такой вариант. Тоже здесь встроенная батарейка. Здесь она подзаряжается на этой базе. А когда нужно, включается свет. То есть я могу взять и с фонариком этим пойти там куда-то что-то искать в ночи. Вот Ада тоже придумала эту штуку. Неплохо смотрится, на мой взгляд. Еще один гардероб. То есть, смотрите, вот эта вся стена, весь этот проход в родительской комнате, он прям вот посвящен одежде, предметам, там, обуви. Все здесь можно складывать. То есть вот прям для жизни очень хорошо. Ну, время подошло нам познакомиться с удобствами. Они, наверное, пошли по немецкой концепции, которая говорит о том, что душ в караване, в принципе, не очень-то нужен. Все равно ты с этим прицепом поедешь куда-то в кемпинг, и там все это будет. Если нужно, конечно, помыться, вот тебе душ, пожалуйста, бери лейку, становись на поддон и мойся на здоровье, дорогой друг. Да, немножко вокруг туалета ты находишься, здесь вот, вот так, видите, то есть я зашел, и я моюсь вроде как вместе с туалетом. Ну ничего страшного, здесь все это можно мочить, все это сушится. То есть помыться можно, друзья, душ никуда не делся. Как в некоторых прицепах немецких, ты заходишь просто, там деревянный пол и стоит туалет и умывальник. Все, душ, иди, пожалуйста, в кемпинг, не мойся. Умывальник есть, плавно отъезжают сюда, есть и полка для умывальных принадлежностей. Пожалуйста, вопросов нет, полотенце сушите, здесь еще шкафчик маленький. В принципе, друзья, зачем вот нужен этот отдельный душ, который будет здесь занимать еще кучу места, сокращать проход, когда все это делается вот в этом небольшом пространстве. Все, вопросов нет, закрываем эту комнату и попадаем в главное, наверное, достоинство этого прицепа. Это детская комната. Посмотрите, у детей здесь свой стол, свои шкафчики там для одежды. Я предположу, что детям вот этих шкафчиков, конечно, для одежды не хватит. Здесь есть еще несколько подвесных полок. Что-то можно сложить и к родителям, потому что у них там слишком много всего. Значит, 3 детские полки. Верхняя с ограничением 70 килограмм, вторая, я уже не вижу, честно говоря, никаких ограничений. Может быть, она выдержит и 100. Ну, а нижняя, соответственно, совсем без ограничений. Они не очень большие, такие прям просторные, но для детей я считаю, что более чем достаточно вот такого размера. Нижнюю вообще сложно воспринимать как спальное место, но тем не менее матрас здесь есть, потому что обычно там, где спит человек, там всегда есть окошко, чтобы дышалось воздухом. Как они здесь это реализовали, я пока не понимаю. В общем, окна нет, друзья. Там самый нелюбимый ребенок будет лежать. Ну, наверное, так делать не нужно. Все, друзья, посмотрите, значит, здесь у нас, помимо всего прочего, еще есть, наверное, какая-нибудь трансформация, да, друзья, посмотрите, можно сделать еще одно спальное место, как минимум, такая, получается, полуторка, ну, или, как бы, однушка, скорее всего, да, укладывается пофиг сюда, получается, 1, 2, 3 и запасное 4-е место. Если детей много,
может быть, вы взяли еще и соседских детей и поехали с ними путешествовать, ну, мало ли, бывает такое, то вот здесь все это возможно. У них тут своя комната, своя тусовка и своя шторка, которая отделяет детскую комнату от взрослой. Ну, все-таки какая-то должна быть, правильно, граница этих зон. Все, друзья, смотрите, как все круто сделано. На мой взгляд, интересно. Если остались вопросы, размеры кроватей, там, высота потолка, все это можно узнать в описании к этому видео. Также переходите по ссылке на наш сайт, там можно узнать цену и подробности, ну, как бы заказа, приобретения этой модели. Меня зовут Епифанцев Александр. Спасибо, что смотрите. До новых встреч. Пока.